Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Владимир Бобылев, главный редактор издания и одноименного телеграм-канала «Нефтекапитал». Здравствуйте! Здравствуйте. Россия начала декоммунизировать газовую добычу на Украине. Резкий дефицит газа на Украине возник после российских ударов по газовой инфраструктуре, которых до прекращения транзита российского газа не было. Украина вынуждена наращивать импорт газа из Венгрии и Словакии. Ждет ли Украину дефицит газа? Интересный вопрос. С одной стороны, если посмотреть по балансу, то перспективы снабжения Украины газом достаточно непонятные. Я напомню, что украинские власти, в частности, министр энергетики Герман Галущенко уже говорил о том, что стране необходимо импортировать до конца года порядка 1 миллиарда кубометров для того, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. То есть мы видим, что определенный дефицит уже наблюдается, и об этом, собственно говоря, во всеуслышание заявляют украинские власти. Но что касается наличия собственной добычи и запасов, а также возможных перспектив покупки газа, то, наверное, тут все не так однозначно. Прежде всего, начнем с того, что Украина вошла в отопительный сезон с запасами порядка 8 миллиардов кубометров. В принципе, многие страны выходят из отопительного сезона с такими объемами. Более того, наверное, это уже такое критическое состояние запасов, когда уже пора объявлять, наверное, чрезвычайную ситуацию в энергетике. Что же касается собственной добычи и потребления, трудно сказать сейчас, сколько потребляет Украина, потому что много людей уехало, часть промышленности перестала работать, а часть промышленных предприятий, ранее потреблявших газ, находится теперь на территории ДНР и ЛНР, там Запорожской и Херсонской областей подконтрольных России. Но если мы обратимся к цифрам прошлым, то объемы добычи на Украине составляли порядка 19 миллиардов кубометров. Вот за прошлый год они добыли 19 с лишним миллиардов, причем это даже больше, чем в позапрошлом году, когда они добыли 18,7 миллиардов. Что же касается потребления, то где-то, примерно 3-4 года назад Украина потребляла порядка 20 с лишним миллиардов кубометров, условно говоря, 25-26, а добывала, соответственно, порядка 20. И, соответственно, Украина закупала этот газ, его можно было покупать, собственно, у сопредельных государств. Опять же, как бы существовал некий виртуальный реверс, но он существовал, когда работал транзит российского газа через Украину. Сейчас транзита нет. И, соответственно, Украина покупает газ у сопредельных стран. По открытым данным известно, что она покупает у Словакии порядка 7 с лишним миллионов кубометров в сутки, у Венгрии там 7-100 и у Польши где-то 1,8 миллиона кубометров в сутки. Собственно говоря, пока на данном этапе вроде как этого хватает, хотя согласно заявлению министра энергетики, до конца года еще миллиард нужен. Причем Украина, в принципе, сможет пройти отопительный сезон, потому что она готова газ закупать, газ ей готовы продавать, причем не считаясь с ценами. Естественно, поскольку нет никаких долгосрочных контрактов, то страна покупает газ по спотовым ценам. А напомню, сейчас спотовые цены на газ в Европе составляют порядка 600 долларов за 1000 кубометров, причем даже уже по состоянию на сегодня 620, то есть так, недешево. Но Украина покупает газ не на свои деньги. Она получает различные субсидии, кредиты, финансовую помощь от ЕС и США, поэтому за ценой она, что называется, не постоит. Что же касается следующих периодов, я думаю, что самое страшное будет не сейчас, зимой, то есть сейчас-то они, наверное, с проблемой справятся, а самое страшное будет летом, потому что для того, чтобы пройти отопительный сезон и вообще, чтобы работала промышленность, работали газовые электростанции, нужно иметь в ПХГ определенный запас. Что касается запаса, тут на самом деле все грустно, потому что, опять же, как говорят представители «Нафтогаза» и представители Минэнерго украинского,
объемы запасов газа в ПХГ в настоящий момент составляют порядка 10% от общего объема ПХГ. Ну, а напомню, объемы ПХГ на Украине достаточно большие. Там, собственно, хранился украинский газ, там хранился, кстати, европейский газ, который европейские трейдеры хранили на Украине, потому что это было выгодно, ну, как бы недорого. Сейчас же в связи с тем, что ВКС России наносит удары по газовой инфраструктуре украинской, ну, как мы видим по сводкам Минобороны, удары наносятся и по объектам добычи, и по объектам хранения газа, то получается, что из-за разрушения как бы внешней наземной инфраструктуры достаточно сложно выкачивать этот газ из ПХГ. Опять же, летом будет крайне сложно закачать этот газ в ПХГ для того, чтобы обеспечить какие-то запасы на зиму. Ну и плюс ко всему на Украине падает добыча газа, потому что удары, там, нанесенные в частности по газовой инфраструктуре, по инфраструктуре добычи газа в районе поселка Водяное, заставили «Нафтогаз» прекратить там добычу, причем остановить несколько скважин. То есть, как бы мы об этом можем судить только по каким-то сообщениям в СМИ, но, насколько я понимаю, ситуация такая, достаточно неприятная, как бы, если не сказать, критическая. Поэтому вот этот зимний сезон у Украины еще как-то с тем газом, который есть, и с помощью сопредельных государств как-то проскрипит. А вот что касается формирования запасов газа на зиму, на будущий год, вот с этим будет все очень грустно. Газ, который Украина сейчас импортирует из Европы, является российским. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бландар. Правда в том, что российский газ, который Украина купила за рубежом, течет на Украину через словацкую территорию, сообщил он. Ранее Фица сказал: мы можем перекрыть поставки газа на Украину через Словакию. Это газ, и без этого газа Украина замерзнет. А вот действительно ли можно считать, что тот газ, который Украина покупает в обход, он российский? Собственно говоря, чей еще этот газ может быть? Я вот называл цифры объемов поставок газа из Венгрии, Словакии и Польши. Соответственно, то, что поставляется из Польши, это тот газ, который заходит в Польшу в виде СПГ через терминал в Свиноujсце. Там стоит большой ФСРУ, который, соответственно, как бы превращают СПГ в магистральный газ, который потом закачивается там в польские ПХГ и движется по газовым трубам. А вот то, что Украина получает из Словакии и Венгрии, это действительно российский газ, потому что в этих странах он оказывается через газопровод «Турецкий поток», который, я напомню, начинается не в Турции, а начинается он, собственно говоря, на российской территории, и точкой входа этого газопровода, где он получает название «Турецкий поток» и опускается в Черное море, это КС «Русская» на территории Краснодарского края. То есть это газ действительно российский, но, соответственно, пройдя через Венгрию и Словакию, он не только очищается от вот этого вот диктаторского, там, тоталитарного российского там, статуса и привкуса, но и приобретает дополнительную стоимость, потому что, соответственно, когда Украина закупала газ у России, а были такие времена, он явно стоил не 600 с лишним долларов за 1000 кубометров. Поэтому получается, что за свободу и незалежность надо платить. Хотите независимый и не российский газ, платите 600 долларов. По сообщениям главы МИДа Словакии, Украина якобы дала некие гарантии о том, что не собирается атаковать турецкий поток, и поставкам газа в Словакию и Венгрию ничего не угрожает. А можно ли верить данному скорпиону, сидящему на жабе? Я слабо себе представляю, как выглядят гарантии, которые дает Украина, Венгрия и Словакия о том, что она не будет атаковать турецкий поток. То есть это, видимо, что-то типа «мамы клянусь», наверное, я так полагаю. Собственно говоря, в данном случае речь прежде всего о том, что Украина сама находится в заложниках у Венгрии и Словакии, потому что, с одной стороны, Украина, конечно, угрожает им перекрыть, собственно, она уже перекрыла украинский транзит, она угрожает атаками на инфраструктуру турецкого потока, и более того, такие попытки уже были. Мы знаем, что КС «Русская» была атакована беспилотниками
ущерба компрессорная станция не получила, но тем не менее это существенный риск. Плюс ко всему, Украина в больших объемах снабжается безэкипажными катерами, которые ну, в Черном море там, наносят определенный ущерб и инфраструктуре, и, собственно говоря, российскому флоту. Да, их там научились как-то выявлять, сбивать и так далее, но тем не менее это угроза. То есть армия от них еще защищается, а вот как от этого сможет защититься там инфраструктура газопроводная, ну, вопрос. Поэтому, в общем, Венгрия и Словакия чувствуют себя несколько неуютно. Но, с другой стороны, у них есть свой рычаг, при помощи которого они могут давить на Украину, потому что в том числе от мнения Венгрии и Словакии зависит, а будет ли выделять ЕС последующие финансовые транши в помощь Украине на закупки оружия, там, на оплату того же газа. Ну, собственно, этим Венгрия и Словакия и угрожают, потому что и Орбан, и Фицо не раз заявляли, что в том случае, если Украина продолжит свои безобразия в отношении энергобезопасности Венгрии и Словакии, они просто не будут голосовать за помощь Украине, и, собственно говоря, дальше воевать ей будет крайне сложно, потому что будет, наверное, особо нечем. Такой вопрос. А если все-таки произойдут нарушения с поставками через турецкий поток, либо просто у Сербии у Словакии и Венгрии кончится терпение, Украина сможет запитаться с какой-нибудь другой стороны газом? Это крайне затруднительно, потому что с точки зрения инфраструктуры, по большому счету, вот у Украины есть выход на сопредельные страны, и если те из них, кто сейчас поставляет наибольший объем газа, вдруг прекратят это делать, то на кого в данном случае опираться? На Польшу. Но Польша получает газ не по трубе, потому что, напомню, газопровод Ямал-Европа в данный момент не работает, а он как раз проходил через Польшу. Ну, собственно говоря, санкционное давление привело к тому, что газопровод остановлен и газ по нему не идет. И Польша сейчас закупает там американский или катарский СПГ, который, собственно, стоит недешево, естественно, он стоит дороже, чем трубопроводные поставки. Ну, просто в силу технологических особенностей СПГ всегда дороже, чем газ, который поставляется по трубе. Это во-первых. А во-вторых, ну, Польша сама нуждается в достаточно больших объемах газа, поэтому вот те 1,8 миллиона кубометров в сутки, ну, скорее всего, это потолок, который Польша может для Украины выделить. Откуда взять газ еще? Ну, трудно сказать. Вот сейчас говорят о том, что партия пришла из Греции, но опять же она пришла на тот же самый польский терминал в Свиноujсце, и так или иначе у этого терминала есть какие-то определенные технические особенности, которые не позволят напихать его газом выше всех норм, возможностей и пределов. Ну и плюс ко всему это стоит денег, а платит пока за это Европа. Ряд экспертов заявили о том, что идея с своповыми поставками азербайджанского газа через территорию Украины откладывается на неопределенное время. А что там такое произошло? Это интересная история. Речь шла о том, что Украина сможет получать газ из Азербайджана для того, чтобы потом транзитом через свою территорию поставлять его в Европу. Зеленский заявил об этом, по-моему, на прошлой неделе. Он сказал о том, что инфраструктура ГТС Украины в рабочем состоянии. Она вполне может использоваться для транзитных поставок в Европу, но это будет не российский газ. А дальше начинается самое интересное, потому что азербайджанский газ как-то должен тогда попадать на территорию России. А вот как он будет попадать, это непонятно, потому что ну, Азербайджан с Украиной никак не граничит. То есть по суше этот газ попасть никак не может. Соответственно, здесь либо вариант строительства трубы, опять же, через Черное море в сторону там, Украины из Азербайджана, или это какой-то вариант, опять же, там, строительства терминалов и сжижения газа и поставок его на Украину. Ну, тут возникает вопрос,
вопрос, а зачем строить терминал в Азербайджане, а также на Украине, чтобы сжижать в одном месте, разжижать в другом, потом закачивать в ГТС Украины, ну, как бы для того, чтобы обеспечить работу ГТС Украины, и она смогла получать свои деньги за транзит, ну, какая-то слишком дорогая схема получается. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть и Капитал». Рекомендую. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.